Это краткий пересказ фильма «Хронос». Пожалуйста, поставь лайк и досмотри это видео до конца. Тебе понравится. Поехали. Фильм начинается с голоса за кадром, который рассказывает историю Умберто Аганелли, алхимика, который прибыл в Веракрус, в Мексике, убегая от инквизиции. В 1937 году обрушилось здание, и был обнаружен серокожий мужчина. Это был Аганелли, изобретатель устройства Хронос. Также предполагается, что он умер в тот момент, насаженный на какую-то железную палку. Все вещи из этого здания были проданы после на аукционе, включая маленькую статую ангела. Спустя долгие годы ангел появляется в лавке антиквара. Какой-то парень заходит посмотреть на него, но уходит, так и не купив. Позже Иисус Грис купил его. Позже он понимает, что ангел полый, потому что через пустую гипсовую глазницу одного из глаз на пол падает несколько огромных автобусов. После Иисус берет в руки какую-то овальную штуковину. Это и есть часы Хронос, золотые часы в форме металлического скоробея. В этот момент его немая внучка Аврора находится рядом с ним, когда он находит эти часы. Чуть позже Анхелю де ла Гуардия говорят, где находится статуя этого ангела. В свою очередь он сообщает новость своему дяде, миллионеру де ла Гуардия. Де ла Гуардия хочет заполучить эту статую ангела любой ценой, и Анхель покупает ее для него. Чуть позже Иисус хочет сохранить эти часы, но он запускает механизм. Сначала все это выглядит безопасно, но потом из часов высовывается 6 ножек, похожих на кокосовые орехи, и проделывает дыру в его руке. Он не позволяет Авроре приблизиться к этой штуке, а его девушка Мерседес, учительница танцев танго, обрабатывает его раны. Она вынимает из руки что-то вроде металлического жала и накладывает ему на руку несколько швов. Этой ночью Иисус чувствует себя не очень хорошо. Он идет попить воды к холодильнику, но больше всего его привлекает ярко-красное мясо. Он начинает чувствовать какое-то сильное беспокойство. После он снова приводит часы в движение, и в этот момент четвертое жало выходит с обратной стороны часов. В это утро на улице светит ярко солнце. Иисус задергивает шторы, его лицо выглядит намного длиннее, но он бреется и говорит своей девушке, что выглядит так намного моложе, потому что сохранил свои белые усы. Чуть позже, когда Иисус приходит в магазин, он подвергается акту вандализма. Он также обращается к Анхелю. Он расстроен, потому что статуя Архангела была полой и совсем пустой. А де ла Гуардия рассказывает ему историю механизма Хроноса. Он также признается, что умирает от своей болезни, и никакое лечение до сих пор ему так и не помогло. Но Иисус не хочет терять Хронос. Иисус торопливо уходит в этот момент на крышу, пытаясь отыскать Аврору, так как внезапно понимает, что она в опасности. Аврора, оказывается, подобрала Хронос, чтобы просто поиграть с ним. Но когда он находит ее, то понимает, что она напугана и пытается спрятаться от него. А может быть, она боится его. В любом случае, она перестает играть с этой игрушкой и прячется от него. Аврора, оказывается, спрятала Хроноса внутри своего плюшевого мишки. И тут же Иисус снова использует Хронос, на этот раз на своей груди. В это время Иисус все еще не догадывается о природе Хроноса, но чувствует, что он приносит ему какую-то пользу. Из его раны на груди теперь начинает выделяться что-то вроде слизи, а его глаза чувствуют себя как-то странно. Его девушка Мерседес настаивает на том, чтобы он вышел из ванной и пошел с ней на новогоднюю вечеринку. Но Мерседес после удивляется, как он может как-то быстро измениться за такой короткий промежуток времени. На этой вечеринке позже они танцуют танец любви. После Аврора идет с ним, но девушка обычно остается одна молча, как и всегда. Во время этой вечеринки мужчина получает травму, и у него начинается обильное кровотечение. Иисус никак не может удержаться от того, чтобы не проследить за этим мужчиной и не пойти за ним в клуб «Джентльмен». Там они ведут светскую беседу, но Иисус не может оторваться от созерцания пролитой им крови. Он опускается на пол, чтобы слезать эти пятна. Но в этот момент его кто-то бьет ногой, и он теряет сознание. После все остальные празднуют обратный отсчет до первого дня Нового года. А этим временем Иисуса выталкивают из помещения, где проходит их вечеринка. Позже, когда он приходит в себя, он оказывается в машине с Анхелем, который избивает его. Анхель никак не прекращает поиски Хроноса, и Хесус спрашивает, зачем он им вообще нужен. После Анхель оставляет Иисуса без сознания, он сталкивает машину с обрыва вместе с Иисусом внутри. Чуть позже похоронный техник по имени Тито готовит труп Иисуса к погребению. Ему говорят, что его кремируют, поэтому все его великолепные художественные работы будут вообще бесполезны. А в этот момент де ла Гуардия выговаривает племяннику за то, что тот так и не смог достать скоробея, и, возможно, Иисус все еще жив. Анхель идет в похоронное бюро и пытается разбудить Иисуса, затыкая ему ноздри. Но позже Анхель понимает, что он мертв,
и уходит. В это время Тито готовит крематорский к сожжению гроба, но возникают проблемы с газом и трубопроводом, так как все трубки и трубы очень старые и нуждаются в ремонте. Техник покидает комнату на несколько секунд, чтобы решить эту проблему. После он не замечает, что гроб пуст, и просто закрывает его снова, не подумав об этом. Чуть позже появляется Анхель с директором похоронного бюро, чтобы спросить о теле Иисуса, и техник показывает ему пустой гроб, сгорающий в печи до пепла. Все поняв, Анхель просто стоит и улыбается. Этой ночью становится очень холодно. Иисус идет ошеломленный, растерянный, серым израненным лицом. Он останавливается у мусорного бака и видит напечатанный собственный орбит. Иисус пытается дозвониться до Мерседес. Когда он наконец-то дозванивается и начинает ей говорить, Мерседес просто бросает трубку. И Хесус хромает один домой. В этот момент происходит Рождество, и на улице в главном холле его дома висят украшения. Дверь ему открывает Аврора, которая предлагает ему полотенце. И после Иисус снова использует механизм Хроноса. Чуть позже он понимает, что дневной свет очень вредит ему, поэтому он прячется в старом сундуке. Аврора начинает раскрашивать его сундук и продолжает играть. А Иисус пишет длинное письмо Мерседес. Лицо Иисуса становится все хуже, и он возвращается на склад дела Гурдия и понимает, что Аврора последовала тоже за ним. После он пытается отпугнуть ее, но она находит книжку, написанную Умбрелло Аганелли. В ней не хватает всего несколько страниц, и Делла Гурдия говорит, что он их съел. Также Делла Гурдия снимает несколько кусков свисающей кожи с лица Иисуса, и теперь оно кажется совсем металлическим. Делла Гурдия также звонит в колокольчик для его сына. В этот момент появляется Анхель, и он злится, что его беспокоит дядя. Делла Гурдия говорит Иисусу, что ему нужен этот артефакт для поддержания своей жизни, а также новая кровь. И Иисус ему показывает Хронос и просит его просто выйти. После Делла Гурдия бьет его ножом. Они начинают бороться с Иисусом, но Аврора бьет Делла Гурдия длинной палкой, и Иисус вскоре просыпается. Также появляется Анхель, он пытается поговорить с дядей. После Иисус пьет кровь из тела Делла Гурдия. Анхель выходит из лифта и находит своего дядю уже мертвым. В этот момент Иисус и Аврора спрятались тихо от него. После Анхель начинает смеяться от радости, ведь все дядино наследство наконец станет его. Однако в этот момент Делла Гурдия просит его помощи, но племянник все-таки кончает с ним, устав ждать. После Иисус и Аврора бьют Анхеля. Они бегут от него по крышам, а он говорит внучке, чтобы она уходила, спустившись по лестнице фасада. Во время борьбы Анхель бьет Иисуса. Его жертва выглядит недееспособной, и ни он не может защитить себя. Она может только отползти от него. И чтобы покончить с этим, Иисус снова бросается на тело Анхеля, заставляя его упасть на пол. В этот момент Аврора приводит механизм движения. Внутри скоробея появляется огромный мешок, который дает Иисусу снова жизнь. После Аврора ласкает обезображенное лицо Иисуса. Иисус начинает сдирать с себя кожу. Авроре немного становится больно, поэтому он разбивает себе губу. Она предлагает свою кровь Иисусу, который наконец решает отказаться от нее, сделав над собой усилие. В финале фильма он громко кричит слово «нет» и вынимает Хроноса из своей груди. С помощью обычного камня он разбивает его наконец на куски. После он повторяет свое имя снова и снова. И в самом конце он умирает, оплакиваемый своей внучкой Авророй. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите ваши мысли в комментарии и подпишитесь на мой канал. Также посмотрите эти видео. И я желаю вам хорошего дня.